Это еще одна премьера. У нас опять кроссовер, опять китайский, и это Dongfeng Mage. Мы с вами в автоцентре Dongfeng в Минске на Каменной Горке. Оцените атмосферу, очень классные, такие последние теплые, хотя уже осень, теплые деньки. И премьера, которую мы очень долго ждали, хотя тест-пилот автопанорамы, скажу вам по секрету, уже покатались на этом кроссовере. Вот он, Dongfeng Mage. И этот кроссовер, которого не было. Я назову, может быть, один-два автомобиля, которые чем-то похожи. Ну, то есть это вот форм-фактор кросс-купе, это заниженная линия крыши, эти высокие боковая линия. Ну, давайте сегодня подробно поговорим о Mage, послушаем отзывы, ну и самое главное, узнаем, да-да, вы первые узнаете про цены и комплектации. Они очень вкусные. Поехали! Тут мультимедиа, здесь можно полностью копировать экран телефона и все любые приложения, там хоть Инстаграм свайпать можно, не рекомендую. Белорусы очень любят хорошую цену. Если белорусы любят хорошую цену, Автопромсервис дает им хорошую цену. И еще подкупает, что в республике уже очень много открыто центров Dongfeng. И то, что сервис, ну, и запчасти, и сервис всегда рядом. Машина получила отличную цену, да, при этом у нее шикарные характеристики, да, как динамические характеристики, и имеет специальную подготовку для рынка Беларуси. Коротко о Dongfeng Mage. Ну, давайте вначале дизайн. Обратите внимание, что это очень необычный, отличительный дизайн. Оптическая, посмотрите, линия, как спереди и сзади, так называемая монобровь. У нас очень практичный снизу износоустойчивый пластик. Это большой плюс, потому что по периметру всего автомобиля и спереди на нижней губе бампера, и сзади на бампере, и боковые локеры на арках, все из вот такого классического пластика износоустойчивого. Он не будет бояться пескоструя. Еще у нас сзади огромный, просто огромный спойлер. Ну и, конечно, оцените вот эту вот заваленную. Ну, правда, вот мы сейчас с журналистами здесь на презентации обсуждали, где, на кого это похоже. Может быть, где-то на Q8, на какие-то другие модели. То есть я не могу назвать, на тот же RX, да, я не могу назвать, что это прям кросс-купе. А давайте прямо сейчас я вам покажу, как там на втором ряду. Потому что все ругают обычно вот такие вот кросс-купе, да, смотрите, да, с заваленной задней стойкой. Именно ругают за то, что сзади на втором ряду нет места над головой. Посмотрите, как вам такое, сантиметров 10-15. А знаете почему? Потому что заднее кресло у нас немножко опущено, да, посмотрите, вот у меня колени, перед коленями еще сантиметров 5. Ну и, конечно, тоже одна из фишек, у нас здесь длинная база. То есть вот тоже мы спорили, и вот это какой класс? Это SUV C, SUV D. Одни говорят больше SUV D, потому что по размерам, например, колесной базы 2,775 Mage больше, чем Nissan X-Trail. Nissan X-Trail на всякий случай D-класса. То есть, ну, я бы назвал, что Mage это такой SUV C+, то есть он переросток классического C-класса. Если сравнивать его с тем же Тигуаном, то Mage будет больше. Опять-таки, фишки салона. Ну, обратите внимание на эту планшетного типа мультимедийку, причем она Full HD. Раньше даже представить себе, что камеры в автомобиле, экран основной будет не просто HD, а у нас центральная панель приборов это HD, а мультимедийка Full HD. Да-да. Ну и главная фишка, то, чего не хватало, например, ну точнее то, что не хватало, говорили, вот, теплые опции только в максималке того же Hyundai. Здесь уже в средней, так скажем, базовой комплектации, которая называется Intelligence, уже есть подогревы передних сидений, подогрев руля, подогрев боковых зеркал, подогрев в зоне щеток стеклоочистителя. Ну а в максималке, да, есть вот это самое проволочка на лобовом, все как мы любим, чтобы за минуту весь лед, когда у вас машина вся во льду, за минуту вы полностью обогреваете машину и никакого льда. Ну и, конечно, огромный плюс Mage, что за цену
вот цену, ну, так скажем, это один из самых доступных кроссоверов сегодня на рынке, вы получаете все умные системы. Да-да, в базе у нас и адаптивный круиз-контроль, у нас в максималке слепые зоны, у нас слежение за полосой, у нас предотвращение столкновений спереди и сзади. Как вам такое? Как вам в базе 19-е литые диски? Вполне такие шоссейные, хорошая покрышка. Литые диски, смотрите, биколорные, 19 диаметра в дюймах, Чао Янг. Ну, Чао Янг, вот так. Ну и, конечно, из фишек уже в базе у нас, обратите внимание, большая панорамная крыша. Да, она больше метра. И люк, кстати, люк с функцией антизащемления. Здесь же в базе у нас электроподъемник крышки багажника. Ну, согласитесь, для автомобиля, вот я вам обещал, вот на закусочку оставлю самое вкусное, комплектации и цены. Итак, у нас 3 варианта на сегодняшний день Мэйджа представлены в Беларуси. Это комплектация Intelligence, двигатель 1.5, 7-ступенчатый робот. Стоимость 87 тысяч с копейками, то есть это где-то 27 250 в долларах. Это комплектация максимальная с двигателем 1.5 и роботом 90 тысяч. Там добавляются полезные ништяки, системы безопасности. И у нас добавляется, да-да, гибрид. Ребят, мы вот на подобного класса автомобилях в Беларуси до этого не видели гибрид. То есть полноценный классический гибрид, который хорошо знаком, например, по Приусам. То есть это двигатель полуторалитровый двигатель, который работает вместе в паре с электродвигателем, и вместе они развивают, слушайтесь, 292 лошади. Мэйдж гибридный разгоняется до сотни за 6 секунд и расходует топливо, ну, я думаю, что больше в городе такая экономия будет, меньше, ну, или около 5 литров, ну, согласитесь. И цена гибрида 105 тысяч белорусских рублей, ну, там с хвостиком. Как вам такое? Пишите в комментариях, как вам цены. Ну и кто, на ваш взгляд, скажем дальше, кто, на ваш взгляд, может быть конкурентом сегодня Dongfeng Мэйдж? Однозначно автомобили были хорошо восприняты нашей аудиторией, скажем, не исключая ценового фактора, потому что все-таки цена и вполне себе интересный современный вид делают чудеса, как мы видим. Shine GS на сегодняшний день это у Dongfeng самый продаваемый автомобиль в модельном ряду. Да, цена решает, форм-фактор не то кроссовера, не то там универсала, да, тоже пришелся нашим людям по вкусу. Ну и, как говорится, китайская великая мудрость, восточный ветер всегда побеждает западный. Ну, мы видим на примере Dongfeng, что это и происходит на рынке. Сразу же, просто сходу. Парящая панель и место для сумочки. Вот сюда я ее положила. Правда, моя сумочка великовата, но она вполне себе поместилась. Тут какая-то подлокотник. Тут место для телефона. Мультимедиа. Здесь можно полностью копировать экран телефона. И все любые приложения, там хоть Инстаграм свайпать можно. Не рекомендую. Навигатор. Все сразу с своего телефона. Про посадку хотела бы отметить, что это не совсем прям очень высокая кроссоверная внедорожная посадка, когда нужно куда-то вверх забираться, ну и не низкая седанная, когда нужно приседать. На самом деле по удобству, вот что прям вот так вот сбоку, как на стул, это комфортно. Судя по тому, сколько сейчас я вижу на дорогах эйлусов, шайнов, сколько воя. Воя вообще, мне кажется, даже больше на глаза попадается, но они, правда, еще и ярче, больше, конечно, выделяются в потоке. И главное, заводская гарантия 100 тысяч
или же 3 года – это очень-очень важная штука, потому что покупать автомобили без гарантии, даже если они там дешевле будут, все-таки народ среди покупателей новых машин не очень-то любит, и я их понимаю. Это удобно, когда машина на гарантии и в сервисе, и не надо думать ни о чем. Ну, я бы предпочла гибрид, конечно. Ну и мощнее, и все-таки экологичнее. Да, 5 литров на сотню – это правда очень приятно. Если ездить вот как я, в среднем 100 километров в день, ну, это ощутимо. Мария Вашкевич, автоблогер, специально для Автопанорамы. Если белорусы любят хорошую цену, Автопромсервис дает им хорошую цену. Эта машина стоит 87 800 рублей, если я не ошибаюсь. И это классная цена. И дальше мы начинаем перечислять. Там дизайн, мотор, 200 лошадиных сил, еще что-то, еще что-то. То есть value for money. В свои деньги это супер предложение на рынке. Это все-таки азиатская машина. Это типичный азиатский дизайн. Я слишком старый для этого, но люди помоложе, там девушки, молодые парни, либо просто те, кто любит выделяться, ярко выделяться там из толпы, то для них эта машина вполне подойдет. Ну, во-первых, мне кажется, что у него дизайн очень красивый. Для рынка свежий глоток, можно сказать. Клиренс хороший, крутящий момент хороший. Именно вот в зеленом цвете, как он есть, максимальной комплектации, премиум. Вообще классная машина. Белорусам надо цена, все правильно. Чем ниже, тем больше. И еще подкупает, что в республике уже очень много открыто центров Донфэнг. И то, что сервис, ну, и запчасти, и сервис всегда рядом. Это очень важный плюс. Ну а что у нас под капотом? Сразу же отмечаю, ребята, автомобиль прям хорошо пролили. Вот у меня руки уже масляные, восковым проникающим антикором. Я вам скажу, что дилер Автопром, ну, он не дает машины без дополнительного антикора, без дополнительной обработки. И я очень рекомендую это делать обязательно. Что касается подготовки самого кузова, вы всегда спрашиваете. Мы делали замеры, я вам скажу, что навесные детали, а это передние крылья, это передние и задние дверцы полностью оцинкованы и снаружи, и внутри. Сам кузов, вот мы внимательно сегодня изучали технические характеристики, китайская сторона заявляет, что он прошел катафорезную ванну, то есть полностью машина погружалась в катафорезную ванну. Ну а под капотом у нас хорошо знакомый 1,5-литровый двигатель, 200 лошадей, двигатель Dongfeng Honda, ну то есть можно сказать, что это двигатель Honda, но делается он на заводе Dongfeng. Этот двигатель ставится на достаточно широкую гамму как модельного ряда Honda, так и модельного ряда Dongfeng. Ну, тот же Huge, который мы тестировали, и тест-драйв можно найти на YouTube Автопанорама, как раз оснащен таким же 1,5-литровым турбированным двигателем. Здесь же стоит гитраковский, да, это хорошо известный, проверенный робот с двойным сцеплением мокрого типа. На всю эту агрегатуру дается гарантия 3 года или 100 тысяч километров, что наступит раньше. Ну и еще одна фишка, что под капотом у нас может стоять, друзья мои, гибридная силовая установка. То есть к 1,5-литровому движку добавляется электродвигатель, и все вместе 200 лошадей и почти еще 100 лошадей у нас 292 лошади. То есть аппарат Mage с гибридной установкой разгонит этот кроссовер до сотни за 6 секунд. Ну еще расскажу вам по секрету, что в Китае мы встречали, смотрите, третью версию Mage. Это подключаемый гибрид, так называемый PHEV, то есть PHEV. То есть то, что включается в розетку. Не знаю, довезут ли к нам дилеры или нет, но слышал слухи, знаете, что вполне может появиться и собрат Mage под названием Sky, который полностью электрический. Пишите в комментариях, насколько вам был бы интересен вот подобный кроссовер SUV C+, на полностью электрической установке. Друзья, ну и самое главное, Dongfeng Mage доступен сейчас по хорошей цене, и на него есть
фирменная гарантия, заводская, да-да, и фирменный сервис. Это 3 года или 100 тысяч. Мы отдельно поговорим с представителями Dongfeng в Беларуси, на что распространяется эта гарантия. Ну и самое главное, чем отличается вот версия, которая поставляется в Беларусь, от версий, которые уже продаются в Китае. Есть ли адаптации или нет? В гарантийное обслуживание и поддержка гарантии входит не только силовые агрегаты, также и элементы подвески 3 года либо 100 тысяч. Гарантию поддерживают и областные, и региональные автоцентры, не только в столице. Для нашего рынка изменено это добавлен зимний пакет, так называемый, то бишь это обогрев лобового стекла, зоны щеток, также все обогревы зеркал, сидений. Также перенастроена подвеска и рулевое управление. Павел Масленников, художник и тест-пилот в свободное время автопанорамы. Павел, как тебе премьера? Вот мы специально подошли сзади. Вот этот тренд, да, где монобровь, или это оптическая линия спереди и сзади. Ну, раньше это было в каких-нибудь космических электромобилях. То они едут, и только вот эта линия. Сейчас это в вполне доступном кроссовере. Как тебе дизайн? Но, мне кажется, да, она вроде бы как у всех, но они постарались обыграть, сделали более прямую линию. Небольшая отсылка, как мне кажется, к Q8 Audi. Вот, потому что у других немножко есть какие-то изменения. Здесь немножко опускаются, здесь, посмотрите, ровненько. И вот такая, как антикрыло, вот это выпущено. То есть они предусмотрели немножко свой, как бы, почерк в этом плане. То есть китайцы уже не просто, ты хочешь сказать, копируют, а создают дизайн. Кстати, Mage создавался в собственной уже студии дизайнерской Dongfeng в Шанхае. И правильно, можно говорить про цитаты, и можно сравнивать с тем же Q8. Но где Q8 даже в ценовом сегменте, да, и где Mage, который в 3 раза дешевле? Да, все правильно. То есть они делают, скажем так, для людей автомобили, в то же время не как раньше, чтобы раз у тебя немного денег, получай тогда неинтересную, некрасивую машину. Обмылок, да, да, да. называли, да. Сейчас они стараются делать дизайн, и эта машина будет как бы интересно, узнаваема. Спереди посмотреть, то там очень классно получилась решетка, интегрированная вместе с оптикой, с элементами хромированными. То есть там они вообще поработали, это так незаметно и в то же время очень красиво сделано. Хорошо, еще тебе как художнику, дизайнеру вопрос. Вот высокая подоконная линия. Вот сейчас все стремятся сделать, ну не знаю, может быть это больше безопасность, да? Кто-то вот высокая подоконная линия, и посмотри, они отказались от хрома. То есть вот это вот сразу black, да, черненая подоконная линия. Посмотри, как мало хрома, хотя все-таки китайские понты остались. Это 4 выхлопных трубы, хромированных, вот эта история. Смотрите, Соотношение, да, материалов. Молодцы, что не сделали. То есть простой это пластик. износоустойчивый, Это грубый, лучше, потому что для нашего пескоструя. Я не представляю, что потом ты с этим будешь делать. Да, здесь тоже нету вот этого лака, то есть небольшие вставки. Здесь вот под карбон, я думаю, что это не карбон, это под него, но это тоже намного практичнее. Про подоконную линию ты говорил. Ну, это всегда борьба, то есть практичности и дизайна, потому что, конечно, у тебя обзорность хуже, естественно, меньше окна, но машина смотрится, понимаете, если вы вспомните, это машина 70-х, 80-х с большими окнами, такой аквариум получается. Да. И сейчас, как бы, время такое, во-первых, дает стремительность. Когда вы запускаете линию от передней фары к заднему фонарю, сплошную линию, получается, она идет с подъемом, и машина в профиль, она смотрится динамично, то есть машина стоит, но при этом вот эта линия наискосок, она дает динамику. Плюс, когда окна сужаются, тоже как бы все время стремительность вперед получается. Это мало того, что какой-то тренд, да, но это действительно красиво. Я уже по-другому не могу воспринимать машину, в которой приедет вот с такими, помните этот... Citroёn, которые были. Да, аквариумы, то есть, это смешно. То есть ты как будто выехал всем, вот я еду на машине. Нет, машина современная, она должна такая, как и дома, знаете, с железной дверью и какими-то там засовами, то есть ты там себя должен чувствовать безопасно. То есть мой дом, моя крепость, моя машина. Да, моя машина. Знаешь, когда ты выезжаешь за границу, я всегда говорю, вот ты с собой вывозишь кусочек Беларуси, потому что вот внутри у тебя остается это Беларусь. Ты едешь, это твой дом. Где бы ты ни был, у тебя с собой твой дом. Это вот такая позиция правильная. Давай посмотрим. Паша, как тебе интерьер? Некоторые говорят, уж слишком прост. Минимализм во всем. Мы можем сравнивать, как говорится, с самой главной
новинка этого, это Geely Atlas, да. Можно здесь- сравнивать, вот это здесь- тоже конкурент. Вот здесь мне нравится как раз-таки сдержанность больше. Мгм. Там я еще считаю, что они переборщили вот с такими моментами. Мгм. Вот здесь тоже, я не знаю почему, но согласись, сейчас нет машины, вот вспомни машину, в которой нет рояльного лака. Ну, это тоже тренд. Ну, это тренд, и Ну и посмотри, вот даже экран, он огромный, причем Full HD, представляешь? Full HD. А раньше такое было представить, да? Даже на телеке. Там Full HD какой-то космос. Сейчас и камеры будут по всему по периметру Full HD, и мультимедийка Full HD. Но посмотри, как продумано. Вот мне нравится то, что они сейчас юзабилити, да? Смотри, рука как ложится, где ложится, да? То же самое, там, индукционная зарядка для телефона, которая там спрятана, да? Мгм. Вот она спрятана, она не видна. Ну, я не знаю, китайцы какой-то вот шаг в космос, как сделали американцы когда-то, точно так же. Я считаю, что за последние несколько лет китайцы и в дизайне, пока некоторые вопросы по технике, да, по агрегатуре, потому что они вкладывают деньги в первую очередь в электричество, и уже электромобили обогнали и перегнали весь мир. А вот ДВС, напомню, в 2027 году в Китае будет запрещена продажа автомобилей с ДВС. Поэтому я думаю, что вот как-то они не вкладывали деньги, инвестиции в развитие именно ДВС. Но сейчас, так как Китай хочет захватить весь мир своим автопромом, я думаю, что они серьезно задумались. Здесь стоит гетраковская ДКТ мокрого типа с двойным сцеплением, робот. Здесь стоит хондовский, ну, называют Dongfeng, Honda. Полторашка. Да, полторашка, которая на 200 лошадей. Но самое интересное, к нам привезли гибрид, классический гибрид на 292 лошади. Да, Он тоже на базе полторашки? да. Тоже на базе. То есть он на базе полторашки плюс электромотор. 292 лошади, 6 секунд до сотни. Плюс там расход топлива что-то около 5 литров. Плюс существует третья версия в Китае. Ну, к нам ее не очень интересно привозить, потому что она по цене будет атомная, а растаможка будет большая. Это PHEV, ну, то есть подключаемый гибрид в розетку то, что. И, возможно, к нам придет Mage Sky, то есть это полностью электрический автомобиль, то есть полностью электрический кроссовер. Но я думаю, как вот пошли боксы, как мы говорили, да, на презентации, что надо брать, а уже не успели. Уже очередь на боксы, потому что цена. Ну да. Ну, смотри, вот цена, которая сейчас 87 тысяч, так скажем, средняя комплектация, 90 тысяч максималка с подогревом всего, и подогрев лобаша, подогрев руля, подогрев сидений, да, панорамная крыша уже в базе. И гибрид 105 тысяч. Это дешевле, как ты говоришь, чем Atlas. Дешевле. Но интерьер, посмотри, тоже разные факторы. Ну это И да. объем, и вот эта проработка вентиляционных каналов. Ну, мне кажется, что уже дизайн появился, свой стиль. Дизайн, свой стиль, это они работают. Они, смотри, вот работают над деталями. Вот ручка, да, не просто вот вокруг нее воздух есть, она как бы парит. И она вот выходит вот в эту линию. Мне даже уже не важно, там это настоящий или не настоящий, но оно все смотрится. И здесь как бы, вот тут этот лак, вот тут он здесь пачкаться не будет. Здесь он тоже очень грамотно. И здесь получается вот разность этих фактур, и цветовая она И, присутствует. кстати, отметь, вот спереди у нас мягкий пластик, Да, смотри еще. а сзади вот это важно. по традиции. Вот Ага, это, вот да-да-да, вот смотрится. деталька, это самое. А как тебе весь стеклоподъемника. блок? Да, да. Посмотри. Вот это они молодцы. Вот здесь-то, опять же, панельки. Я говорю, мне вот только вот, немножко вот это. Вот я вообще вот одну вот эту вставку поменял на другую, и все бы это прям вообще было. Ну, ты же понимаешь, каждый художник, он видит по-своему. Вопрос. Кому будет интересен Mage? Мне кажется, это все-таки молодежный автомобиль в первую очередь. Есть вот дизайн, комплектация, вот эти все. Вот я, например, мне уже сложнее с планшетами, да, поэтому вот, а молодежь, я вот просто сам смотрю, как вот, даже в такси еду, уже есть Донфенги в такси, и там он все это, не отрываясь от дороги, переключает. Мне еще надо, если что-то, мне надо где-то остановиться и покопаться, там радиостанцию переключить. Поэтому я говорю, что это все уже следующее поколение, и вот эта машина, мне кажется, прям зайдет. И цена, на самом деле, и я знаю, что у них всегда есть кредитные программы классные, поэтому я думаю, что это будет То не есть настолько... полетят. Я думаю, что не так, как малыши эти, да, боксы, да, но все равно будет тоже в топе этот автомобиль. Окей, спасибо.
Друзья, не так много презентаций сейчас проходит в Минске, как-то вот ковид нас отучил, но радует, что Dongfeng и Автопром уже, на мой взгляд, третью проводят такую презентацию большую в Беларуси в этом году. И обратите внимание на атмосферу. У нас лампочки, у нас был такой классный очень закат, у нас такая теплая атмосфера, у нас разные там воркшопы, парфюмированные магазины. То есть народ просто тусуется, и меня радует, что очень много людей пришли конкретно с интересом. Но спасибо, что многие наши зрители, наши подписчики узнавали Автопанораму и говорили, что мы смотрим ваши обзоры, и то, что мы анонсировали появление Мейджа здесь, в Минске, здесь, в Беларуси, тоже не прошло мимо, и вот люди пришли конкретно смотреть на эту модель, эту премьеру. Вот смотрите, у нас семья. Извините, это Автопанорама, я у вас короткий вопрос. Вы знали, что Мейдж придет, и вы так серьезно настроены, пришли, сразу сели за руль. Чем вам интересен этот автомобиль? Ну, вы знаете, что Цена, да? Цена, конечно, невероятная. Невероятно, в смысле, нормально, привлекательная, хорошая? Конечно, это 87 тысяч, да, рублей? 87 тысяч это просто ничто. Угу. Да. А то, что там больше, там допустим, за 105, так это вообще 30 тысяч долларов. Ну, я ж не знаю, какой это автомобиль. Не, ну 105 это уже гибрид. Да, это уже гибрид, вообще, наши белорусы его так. Да. А скажите, все сравнивают тот же Мейдж, Джили, нас белорусы любят Джили, уже доверяют Джили, тот же Атлас новый, которого нет, к сожалению. Нету сейчас на складах, обещают, может, через месяц, через 2 доедет. Вот Джили смотрели, Атлас новый смотрели, как Мейдж по сравнению с Атласом? Вы знаете, если честно, мы ездим на Ниссане. Нас и пригласили, потому что у нас новый Nissan, да. До этого мы ездили на новую Volvo. Но скажу одно, что по сравнению Volvo и Nissan, то Nissan выигрывает во всех отношениях. Dongfeng по сравнению с Джили? Или, знаете, каждый белорус сейчас на Джили, да? Вы знаете, что, если честно, откровенно, мы живем в Борисове, это считать, что рядом Джили. Борисову большой привет и всем нашим подписчикам из Борисова. У меня сейчас сын служит там. Да, печально. Да, все как положено, долг родине отдает. Вы знаете, что мы совершенно, то есть нормально, вы сами понимаете, сейчас такая ситуация, конечно, все мы хотим так, но как есть, так есть. За эти деньги вообще супер. То есть главный фактор это все-таки цена. Для Беларуси всегда есть фактор цена. Да и вообще во всем мире есть фактор цена. Спасибо вам и приходите смело на Dongfeng в Автопромсервис, говорите, мы от Автопанорамы вам дадут скидку. Да, спасибо. А вот сейчас у нас пара, причем пара уже подготовленная. Ребят, вы откуда? Минск? Минск, из Минска. Вы уже сравниваете Мейдж с Кьюджем, да? Хорошо, а жене смотрите машину? Да. Жене, да? И что выбираете, из чего? То есть нужен кроссовер все-таки? Я люблю кроссовер, высокую посадку, чтобы мне все было сверху видно, и на дальнюю дорогу, чтобы у меня все было под рукой. Телефон, стакан, все, чтобы было вот здесь, и ничего не надо было терять. Но скажите, когда появится тест, вы запишетесь на тест-драйв? То есть, интересно, да? Посидеть, попробовать вообще, что это такое в движении, помимо... Я понимаю, что вы уже Хьюдж тестировали, да? Или... Нет, его нету постоянно на да, видите, как разбирают. Ну хорошо, а какие требования у вас к кроссоверу? Вот вы говорите, чтобы высоко сижу, да, далеко гляжу. Шумоизоляция, так, что еще? Теплые опции все тоже спрашивают. Да, вот здесь теплые опции есть. Уже в базовой, в комплектации Intelligence есть подогрев сидений, подогрев руля, подогрев лобового. Не лобового в области щеток, а вот в максималке и лобового с проволочкой. То есть все как мы любим. Я вам скажу, с проволочкой, я, наверное, 1-2 на сегодняшний китайских кроссовера назову. Потому что в основном они идут без подогрева лобовухи. А мы хотим, чтобы за минуту включил и все подогрелось. Что еще важно? Немаловажно сама посадка. Потому что присел в машину, чтобы чувствовал на самом деле как в своей тарелке. Нет, не только в этих настройках, даже иногда на каких-то рычагах и то бывает комфортнее, потому что сиденье более мягкое, боковые поддержки. Здесь боковая поддержка, по-моему, слабовата. Но знаете что? Нет, как раз боковая хорошо, ярко выражена. Здесь нету поддержки спины в этой комплектации. То есть поддержки спины. Но знаете, за что китайцев ругают?
предлагают за короткие вот эти сидушки. Ну, многие говорят, особенно там, если рост, там, метр, вот у меня 1,80 м рост, я нормально, в общем-то, да, все, хотя мы, тест-пилот Автопанорамы, промеряем каждый раз вылет сидушки. Иногда не хватает, и все хотят, а где ваша атаманка, да, поддержка коленей? Вот у вас какой рост? 160. 160. Нормально сидеть? Ну, То есть колени, да, колени вот попадают. Ну, ребята, я вам в любом случае рекомендую пройти тест-драйв и вот оценить все плюсы и минусы, потому что один из главных плюсов, вот сегодня я со всеми общаюсь, это все-таки цена. Потому что за 87 тысяч белорусских рублей в такой комплектации, там, с панорамной крышей, с 19 колесиками, там, с подогревом всего и вся, я не назову ни один кроссовер. Но вы уже тестировали в тест-драйве? Да, мы тестировали в Китае. Вот конкретно этот матч полгода назад есть на YouTube Автопанорама мой тест-драйв. Я выложил буквально на прошлой неделе. И я вам скажу, с одной стороны, некоторые заглядывают и говорят, ой, а тут что-то пусто, да, минимализм. С другой стороны, мне нравится, что-то есть от Volvo, и вот от этого планшетки мультимедиа, которая, кстати, Full HD, да, и от переключения, это такая кулиска классная, как, ну, не знаю, какой-то алмаз, хотя понятно, что это пластик, но очень понтово смотрится. То есть китайцы, я наблюдаю за китайцами, я тестировал китайцев 5 лет назад, 10 лет назад, да, и я смотрю, что они делают сейчас, ну, по крайней мере, в сфере электромобилей. Это просто они уже ушли в космос, они обогнали, перегнали. По ДВСам, ну взять тот же Voyage Free, посмотрите, 1300 автомобилей продано за год, только в Беларуси Voyage Free. На Match есть сервис, есть запчасти, есть фирменное обслуживание, есть гарантия 3 года и 100 тысяч. Приходите на тест, скажите от Автопанорамы, вам сделают скидку. Удачи вам, ребят. Спасибо вам. Match тоже будет продаваться в большом количестве, это безусловно, потому что машина получила отличную цену, да, при этом у нее шикарные характеристики, да, как динамические характеристики, соответственно, машина уже в базе оснащена большим набором опций и имеет специальную подготовку для рынка Беларуси. Друзья, в ближайшее время команда Автопанорама возьмет на тест-драйв уже белорусскую версию Dongfeng Magic. Мы расскажем более подробно, что же это как раз за кроссовер, как он едет. Обязательно прокатимся на грунтовочке, конечно же, вам интересно. Ну и разберем, как мы любим, на подъемнике по всем вопросам, как оцинкован, все, как мы делаем на нашем фирменном техобзоре. Друзья, жду ваши вопросы в комментариях, ну и, конечно же, ваше мнение, насколько Match по сравнению с конкурентами, ну, говорили, все, это будет бестселлер, ну, судя по цене, ну, я прям так не скажу, что супер-бупер бестселлер будет, потому что 87-90 тысяч, то есть я посчитал, что это около 27 250 долларов за, ну, хорошо укомплектованную версию, в которой уже, обратите внимание, у нас есть 19-е колесики, у нас есть панорамная крыша, у нас есть подогревы, ну, не лобового стекла, лобовое стекло, подогрев только в максималке. Ну и напомню, что здесь будет гибрид. Да-да, гибрид, версия, которая разгоняется за 6 секунд до сотни, версию, которой 292 лошади под капотом. Согласитесь, для такого компактного кроссовера эти цифры впечатляют. Жду ваше мнение в комментариях. Ну и команда Автопанорама в моем сердце, надеюсь, и в вашем. Больше фоток, больше атмосферы. Найдите в Instagram, Facebook, ВКонтакте, в наших историях. Обязательно подпишитесь на нас, если вы не сделали это прямо сейчас. Меня зовут Павел Кореневский. Всем пока.